Хватит валяться на диване. Сегодня мы вместе с вами выполним вот такую анимацию. Клиент наш из Узбекистана, пишет он в Telegram. Сумма заказа $250. Это довольно-таки известный онлайн кинотеатр в Узбекистане. Называется Frame. Для него мы будем делать анимацию. Описание и материалы вы можете скачать под видео. Работу мы эту будем делать вместе с Димой Сокотнюком, участник моей команды. Поэтому давайте все вместе открываем After Effects, парам-пам, и приступаем к работе. Спасибо, Александр. У нас есть логотип векторный, он уже разбит, поэтому мы перетаскиваем его в окно Project, выбираем Composition Layer Size и импортируем. После чего мы создаем новую композицию 1920 на 1080. Цвет прозрачности выберем серый, чтобы был такой более нейтральный, и было видно и светлые, и темные участки. Да? Поэтому что мы дальше делаем? Нам нужно, единственное, что давайте эту композицию назовем Main. И нам нужно перенести логотип, поэтому переходим сюда, создаем нуль объект, Ctrl-Shift-Alt-Y, привязываем все эти элементы по parent к нуль объекту, Ctrl-C, Ctrl-V. Нуль объект отправляем в центр. Готово, да? Все, масштабировать, я думаю, элементы не будем. В принципе, они нормального размера, поэтому удаляем нуль объект и приступаем к переименованию слоев. Да, у нас здесь два элемента, это квадрат, сразу подпишем. Квадрат 2, это нижняя часть будет, и квадрат, просто квадрат. И подпишем буквы, чтобы потом нам легче было ориентироваться на таймлинию. Окей, подписали, также можем подсветить, покрасить, чтобы легче было ориентироваться, и приступаем. Я думаю, все элементы выключим. Сейчас будем работать с самим квадратиком, да, то есть начальную анимацию создавать. Отключаем все слои, сдублируем наш полный квадрат, который из трех частей, и повернем его по ротейшену, чтобы он ровно стал, да. Для чего мы это делаем? Да потому что мы сейчас будем шейпами воссоздавать наш квадрат, чтобы мы с помощью тримпаса могли создать эту приятную анимацию. Все, начинаем, выбираем Rectangle, где-то здесь мышкой указываем, зажимаем и растягиваем так, чтобы перекрыть наш квадрат. Вот у нас, в принципе, уже получился неплохой результат. Если по opacity сделаем прозрачнее, увидим, что уже почти отлично, да. То есть давайте выделим наш квадрат, введем здесь в поиске параметр size, возможно, на единичку, где-то на двоечку, да, уменьшим и подправим. Все. Я думаю, дубликат мы можем наш удалять, а с шейпом этим теперь будем работать. Ctrl-Alt-Com, Ctrl-Com. Как мы будем его анимировать? Мы сейчас санимируем одну часть квадрата, да, а потом просто сдублируем этот квадрат и повернем его по ротейшену, и таким образом получим 4 части анимации. Окей, поэтому что мы делаем? Мы в контент добавляем trim-path, да? Будем анимировать, давайте эту часть, она будет снизу вверх появляться. Здесь укажем 30. Нет, не 30, меньше нам нужно, чтобы анимация вот началась снизу вверх, да? То есть 25, 25 укажем. Окей. Все, зафиксировали эти ключи. Offset пока мы не трогаем. Переходим на 20 кадров. Да? Старт выводим к нулю. И end, только мы квадрат зря удалили. Давайте вернемся назад, прежде чем мы его удалим, он нам еще пригодится. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Все, квадрат мы пока не оставим, добавляем trim-path. Укажем сразу 20, мы уже здесь знаем. 20, 20, да? И анимируем их на 20 кадров. Так, можно 25 у нас было. Начальная точка 25, 25. И анимируем. Давайте старт мы анимируем до практически до нуля. Там давайте на 7, да? И end мы анимируем и сместим offset, да? То есть мы постараемся сделать так, чтобы у нас приблизительно оказалась в нужном месте наша часть от квадрата. Окей. А если мы доанимируем старт до нуля, то мы получим нужный нам результат. Но мы не будем сразу старт весь анимировать, да? Мы немножечко сделаем таким образом, что мы сделаем паузу в анимации, да? И давайте сделаем анимацию не на 20 кадров, а на 15 секунд, на 15 кадров. Перейдем на первую секунду, да, и доанимируем старт до конца, до нуля. Чтобы у нас таким образом получилась анимация.
Все, строим ступенечку, чтобы, ну, если старт и end будут одновременно практически анимироваться, то мы не получим нужный нам результат. Поэтому мы смещаем end, да, 1, 2, 3, 4, где-то на 4 кадра, и давайте сделаем ключики мягкие и посмотрим на результат. То есть, в принципе, мы уже получаем нужный нам результат, да. Угу. И подправим немножечко наши графики. Сделаем картину, чтобы у нас не происходила остановка, да, вот эти просто квадраты мы сместим таким образом, чтобы у нас получился как практически как цельный график, да, и будет анимация выглядеть немножечко поприятнее, да, то есть у нас не будет происходить этой остановки. То есть первую часть мы подготовили, дальше что у нас происходит? Дальше у нас происходило увеличение квадрата, да, то есть давайте мы с 20 кадра, мы могли бы, конечно, санимировать по скейлу, да, но если мы будем анимировать по скейлу, у нас будет меняться толщина, и не сильно хочется, чтобы толщина менялась, поэтому мы будем работать с параметром size. Выделяем наш shape, пишем в поиске size и фиксируем size. После этого создаем анимацию того, как size у нас будет увеличиваться на 20 кадров, и увеличиваем его достаточно-таки сильно. Да, то есть где-то на 700, я думаю, будет нормально, 720 где-то, да, чтобы практически на весь экран растянулось. После того, как мы на 20 кадров санимировали size, увеличили его, да, мы делаем возвращение к нужному нам размеру, да. Только во время уменьшения, да, у нас должна произойти смещение этого квадратика, вот этой части, чтобы она переместилась на соседнее место. Да, поэтому давайте мы сейчас будем анимировать offset. То есть мы открываем все параметры тримпаса и поставим ключик на offset. То есть мы построим анимацию offset, когда он будет уменьшаться, чтобы произошло смещение, да. То есть мы просчитываем, смотрим на смещение, да, и смещаем вот приблизительно до этого места, чтобы у нас просто произошло смещение и стало на соседнее место. Окей. И единственное, что, я думаю, давайте уменьшение сделаем немножечко помедленнее, да, мы его растянем на 30 кадров, то есть на 1 секунду. Ну и, конечно же, давайте сделаем эти ключики мягкие и подправим анимацию. То есть давайте мы вначале немножечко сделаем замедление, да, и замедление при том, как он начнет уменьшаться, а уменьшится он достаточно-таки быстро. То есть давайте мы посмотрим на фрагмент, который у нас получился. В принципе, уже выглядит неплохо. То есть во время уменьшения у нас линия эта смещается. Единственное, что у нас в работе использовался эффект эхо, да, давайте мы его сразу и добавим, чтобы это выглядело эффектнее, и сразу мы понимали, что у нас отображается. Количество копий у нас будет 3. Количество копий 3. И давайте opacity, последующие копии будут там 0,4 по opacity. И давайте с копиями это уже будет намного лучше смотреться. Угу. Супер. Разобрались. Я думаю, в принципе, мы уже можем копии создавать, да? Давайте это назовем 1, да? Также нам понадобится 0. Я думаю, пригодится 0 для контроля этих копий, для контроля этого квадрата. Так и оставим его название, да, и начнем давайте дублировать, потому что вначале хочется добавить анимации по позиции немножечко, но мы не можем этого сделать, пока мы не задублируем все копии, да, то есть мы дублируем, второй мы поворачиваем на минус 90, дублируем еще раз, третий мы поворачиваем на минус 180, и четвертый мы поворачиваем на минус 270. И теперь, если мы посмотрим, то есть у нас практически уже готова анимация всех этих элементов. Единственное, что мы вначале, давайте во время того, как элементы появляются, откроем ключики и добавим еще анимацию по позиции. Да? Угу. И привяжем эти все элементы к нулю, конечно же. Окей, разобрались. Давайте 20 кадров и сделаем анимацию. Первый элемент у нас смещается в... Так, стоп. Возвращаемся к тому месту, где мы ключи по позиции проставили, да, эти ключи, они у нас должны быть на 20 кадре, то есть мы их смещаем на 20 кадров, а в начале мы будем создавать анимацию. Угу. Перейдем, чтобы элементы было видно немножечко вперед. Давайте первый элемент смещается, главное их смещать на одинаковое количество
на одинаковое расстояние. Давайте на зуме 50. Раз, два, три, 4, 5, 6. Давайте 4. Я думаю, 4 будет достаточно, да? Теперь элемент 2 мы смещаем вверх. Раз, два, три, 4. Элемент 3 мы смещаем влево. Раз, два, три, 4. Элемент 4 мы смещаем вниз. Раз, два, три, 4. Окей. Смещаем эти ключики теперь по позиции в начало анимации, да? И сделаем их, конечно же, мягкими. Угу. И подправим эти графики. Немножечко сместим. Все. То есть появление квадрата у нас готово. Нам нужно уже начинать создавать букву F. То есть как мы будем букву F? Букву F мы будем отдельно анимировать, поэтому давайте мы ее сейчас сдублируем. Дубликат поднимем в самый верх. Включим ее видимость. Отправим ее в центр. Да? Где-то вот сюда. И воссоздадим ее шейпами. Да? То есть как мы это сделаем? Просто включаем Pen Tool и отрисовываем нашу букву. Что-то подобное. Ставля вторую точку, не забываем нажать Shift, да, потому что если мы не будем зажимать Shift, у нас линия будет неровная. Все, первая часть буквы готова, окей. Берем дальше вторую, отрисовываем часть. Угу. Единственное, что давайте здесь немножечко у этих боковых линий уменьшим толщину до 24 и опустим теперь ее пониже немножечко. Вот таким вот образом. Угу. Окей. И эту сдублируем, опустим ее вниз и просто сейчас уменьшим по размеру. Угу. Сделаем opacity, чтобы видеть, докуда уменьшать. Включаем мышку, да, и уменьшаем. Все. То есть буква наша готова. Ту, которую мы сдублировали, мы можем удалить. Для буквы создадим здесь контроллер, да. Ctrl-Shift-Alt-Y. Назовем его буква F. Да, то, чем мы будем двигать эту букву, чтобы она двигалась как цельный объект. И эти элементы привяжем к этому контроллеру. Только не по TrackMate, а по Pen. Будьте внимательны. Да? И теперь мы эту букву F будем проявлять, когда у нас эти квадраты начнут уменьшаться. То есть мы находим момент, где они начинают уменьшаться. И вот здесь у нас где-то, давайте через 10 кадров, начинает проявляться буква F. То есть мы выделили все элементы, квадратной скобкой сместили их и начинаем анимацию. Для того, чтобы анимировать их по скейлу и получилась приятная и аккуратная анимация, мы просто якорные точки одну сместим вниз, а у этих элементов, да, мы сместим якорную точку в правый конец. И далее, анимируя по скейлу, мы просто получим аккуратный и приятный результат. Давайте мы сразу все буквы анимируем по скейлу, зафиксировали, сняли замок везде, да, и, то есть это наши конечные ключи. Давайте на 20 кадров сместим. А в начале у нас мы по Y анимируем эту букву, а эти по X. Да. Угу. Супер. Сделали ключи мягкие, замедлили, замочек закрыли, чтобы графики просто и легко редактировались, и сделали такое замедление в конце. Угу. Единственное, что как-то смотрится еще не очень хорошо, да, то есть у нас уменьшается квадрат, давайте мы также букву увеличим. То есть мы привязали ее к нуль-объекту и добавим анимацию по скейлу. Тоже сделаем на 20 кадров. То есть вначале давайте добавим букве F, там 135 по скейлу. Графики также все вместе отредактируем. Угу. И добавим небольшого движения вот этим двум элементам, которые появляются отдельно. Открываем позицию. Зафиксировали. Это наша конечная позиция. А начальную просто сместим вправо. На зуме 100 на 4. Зажатым шифтом. Супер. Здесь просто сделаем ключики мягкие. Давайте посмотрим на результат. Да? Только мы сделаем ступенечку по позиции. Да? То есть у нас эти элементы проявятся. Через 10 кадров после начала появления начнет появляться верхняя черта буквы F. А после начнет появляться, давайте нижняя посмотрим. Да, только не нужно такую большую ступеньку делать. Давайте поближе сместим их, чтобы это было во время того, как у нас буква проявляет. Вот что-то подобное. Угу. Окей. То есть все. У нас таким образом буква F уже проявилась. Супер.
Единственное, что у нас вот эти части квадрата, они полупрозрачные, да, давайте вернем им opacity на 100. Угу. И удалим наш дубликат, который мы делали для того, чтобы разместить эти элементы. Отлично. Для того, как наше лого уменьшится, нам нужно сделать такой, мы сделаем псевдодвижение, как будто мы начинаем двигаться. И также давайте подправим для буквы, мы подправим немножечко эту анимацию, потому что она как-то долго заканчивается. Хотелось бы, когда закончится это уменьшение, чтобы мы практически уже завершились, да, поэтому давайте мы сместим немножечко эту анимацию. То есть практически буква F начнет появляться в тот же момент, когда и начнется уменьшаться эти квадраты. И также я предлагаю на букву F мы скопируем эффект эхо и добавим на вот эти части буквы F, мы добавим этот эффект, да? То есть чтобы оно в одном стиле как-то смотрелось, когда у нас будет происходить движение. Все, дальше мы будем пользоваться нашим квадратом, нуль объектом, который мы создали для квадрата, да? То есть что нам понадобится? Нам понадобится позиция, rotation и scale. Я думаю, можем зафиксировать это. Переходим на 10 кадров вперед. Немножечко сделаем смещение в правую сторону, да? Только видите, в чем проблема? Мы не привязали к этому нулю вот эти элементы по parent, поэтому внимательно исправили. Угу. Все, давайте через 10 кадров немножечко сместились в правую сторону и повернулись немного по ротейшену, буквально там на 13 градусов, и увеличили scale, давайте на 110, то есть такое сделаем движение. Так же самое мы начнем двигать нашу букву F, то есть мы добавим движение по позиции, да, угу. То есть незначительно, да, и через снова 10 кадров у нас все эти элементы должны стать на место. Но как их поставить на место? Мы включим просто оригинальные наши элементы, и по этим элементам мы сейчас сориентируемся и отправим их на место. Супер. Давайте сначала с буквы F, да, то есть по позиции мы ее смещаем сюда. Супер. И смещаем наш этот элемент. Повернуть его нужно на минус 20. Угу. И по позиции смещаем его. Да, можем немножечко, он может немножечко на место не становиться. Сейчас мы подправим это. 100. Угу. Да, вот таким образом подправили, и будет, в принципе, отлично выглядеть. Единственное, что, чтобы оно лучше выглядело, да, давайте мы добавим, я вижу, еще буква F не собралась, как движение началось наше, поэтому давайте мы это движение, мы его начнем немножечко позже. Раз, два, три, четыре, 5, на 5 кадров сместим, чтобы буква F собралась, да, и после этого начнется наше движение. Супер. Делаем все ключи мягкими. Сделаем график таким образом, чтобы у нас медленная анимация. Так, давайте сначала только эту часть исправим. Сделаем, чтобы у нас было в начале замедление, да. И сделаем также, чтобы у нас после того, как в эту сторону сместится элемент, сделаем также, чтобы было замедление, а в конце небольшое ускорение. То есть таким образом. И последние ключи я предлагаю убрать них, сделать их линейными, то есть выделили ключи, зажали Ctrl и добавим на них выражение. Это выражение, оно будет также прикреплено к уроку, это бонус выражение, чтобы легко и быстро создать колебания. То есть мы зажимаем Alt, нажимаем на часики по позиции и добавляем сюда это выражение. То есть Ctrl-C, Ctrl-V. После этого скопировали выражение, copy expression, и можем его на scale и на rotation вставить. Главное, чтобы ключи были в конце здесь линейные, чтобы оно сработало так, как нужно. Все, давайте назад отмасштабируемся и посмотрим на наш результат. Да, в принципе, уже выглядит неплохо. Единственное, что теперь во время того, как у нас квадрат и буква F двигается в левую сторону, да, давайте мы сделаем, чтобы в этот момент начал появляться весь остальной текст. Для этого нам понадобится маска, поэтому Ctrl-Y, давайте создадим какую-то цветной solid, Ctrl-Y, да, и по краю его буквы разместим, да, то есть просто по краю буквы F. И привяжем его по parent к нашему нулю. Супер. Можем его подрезать. Alt квадратная скобка, потому что он только в этот момент появляется. Если у вас версия старая, вам этот solid нужно разместить над каждой буквой, то есть его сдуплировать и включить TrackMate. Так как у меня версия 25, да, мы будем использовать новый TrackMate. То есть нам не обязательно, чтобы solid маска находилась над слоями. Нам достаточно просто у этих слоев в поле TrackMate выбрать нашу маску. Да.
Да, только давайте мы ее подпишем, что это маска, чтобы мы могли быстро сориентироваться. Окей. Нас интересует альфа inverted, поэтому проставляем данные квадраты и добавим теперь к этим буквам, во-первых, их подрежем, потому что они у нас только вот здесь начнут появляться, да, зафиксируем нашу конечную позицию на 20 кадров, а вначале мы сместим их в левую сторону. И буква F нам, кстати, не нужна. Букву F мы можем удалить. Уже буква F нам... И давайте мы ее не будем удалять, мы просто удалим этот ключ и отключим позицию и отключим букву. Она нам просто пока не нужна, да? Все. Мы создали эту анимацию, делаем ключи мягкие, график подправим, чтобы в конце было замедление. И добавим небольшую ступеньку. Нам нужно по порядку, фрейм, да, чтобы у нас самая дальняя буква первая появлялась Е, а остальные буквы с задержкой давайте в 2 кадра. Выделили слои Alt Page Down, раз-два. Ctrl сняли выделение, раз-два. Раз-два. Смотрим на анимацию. То есть все появляется так, как нужно. Давайте мы сразу перекрасим, выделим наш shape, перекрасим в белый, да, будем делать белый цвет текста, да, и с помощью эффекта Fill перекрасим остальной текст. Супер. Да, скопировали Fill, накинули на остальные слои. Супер. И давайте сразу же рамку нашего квадрата подкрасим с помощью эффекта Fill, да, подкрасим его в зеленый. То есть мы скопируем пипеткой этот наш зеленый цвет. Все. Скопировали Fill и накинули на все остальные слои. Оригинальный квадрат, который мы тоже давайте отключим, он нам пока не нужен. Единственное, что вы могли заметить, да, что у нас здесь буква, вот эта часть квадрата, она немножечко выглядит по-другому. Давайте квадрат 2 мы добавим также fill, чтобы он отличался, и поднимем в самый верх. Да, видите, у нас немножечко отличается вот эта часть, поэтому мы ее будем трансформировать в момент, когда у нас квадрат становится на место. То есть мы находим движение этого квадрата с помощью нуля, открываем графики и находим сам пик скорости. Да? Вот здесь у нас пик приблизительно скорости, и в этот момент мы маской подрежем нашу эту часть. Нужно только ее найти. Это по-моему, часть 2. Нет, часть 3. Да, часть 3. Супер. И что нам нужно сделать? Во-первых, давайте создадим маску на этом квадрате, на шейпе. Как создать маску? Когда вы включаете шейп и включаете Pen Tool, автоматически создание шейпа включается. Поэтому здесь мы переключаемся на маску и просто где-то в стороне сейчас создадим какую-то кастомную. Супер. После этого нажимаем букву М и фиксируем Mask Pass. То есть вначале ключ у нас пускай будет такой. Да? Ставим ключ Toggle Hold. Это ключ, у которого нету анимации. То есть, да? И в этот момент, когда уже нам нужно, чтобы квадрат стал как бы нужного размера, да? Так, давайте только по прозрачности немножечко. Так, секундочку. Да, и на маске инверт это обязательно. Все. И теперь мы просто на нашем третьем слое переместим маску таким образом эту, чтобы подрезать эту верхнюю часть, да? Угу. То есть раз, точку сюда, 2, точку сюда, 3, точку сюда. И можем одну точку добавить вот таким, да, подобным образом. Все, супер, у нас ключ Toggle Hold. А теперь элемент, который мы сдублировали, мы можем удалить, да? Угу. И вернуть opacity на... Так, секундочку, где-то еще у нас... Где-то у нас еще один квадрат запрятан. Так, если я отключу квадрат 3. Так, включаю квадрат 3. Почему-то на маске... Так, сейчас исправим этот момент. Разберемся, почему так происходит. Нас интересует только mask, да, и на максимальный пик скорости, да, находим, давайте приблизимся, нашли пик скорости, и этот ключ перемещаем сюда, то есть у нас не должно быть никакой
анимацию. Да, вот она, в принципе, и пропадает. Единственное, что маску сейчас подправим, потому что срез какой-то появился неприятный. И теперь смотрите, когда квадрат становится на место, у нас, видите, этот элемент, в принципе, пропадает. То есть то, что мы и планировали. Поэтому давайте мы немножечко перейдем в это место, да, и подправим нашу маску. Все, готово. Да? Теперь квадрат, когда становится на место, он еще и подрезается, эта часть, и во время движения, когда пик скорости, этот момент, он максимально незаметен. Все. В принципе, мы с анимацией практически завершили, да. То есть выглядит это уже хорошо. Угу. Единственное, что хотелось бы добавить, чтобы во время всей, уже когда логотип у нас соберется, у нас еще будет блик света, чтобы логотип не находился долго в статике, да, мы немножечко добавим уменьшение по скейлу всех элементов. И давайте мы здесь ускорим анимацию. У нас сейчас здесь 20 кадров, мы сделаем 15. Выделили ключи, Alt, стрелка влево. Раз, два, три, четыре, пять. Чтобы текст появлялся не так долго, чтобы они вместе приблизительно с буквой F, когда буква F доезжает до своего места, чтобы они, в принципе, уже появились и стали на свое место. Поэтому что мы делаем? Ctrl-Shift-Alt-Y. Ctrl-Shift-Alt. Так, почему-то не сработал. Угу, сработал. Назовем его Scale, да? И привяжем все сейчас элементы, которые ни к чему, в принципе, не привязаны. Да? То есть выделяем все, что не привязано к нулю. Угу. Все. Привязываем по parent. И делаем небольшой, подрезаем 0, чтобы было на таблине легко сориентироваться. Зафиксировали Scale. И давайте 3.15, да, у нас? Угу. 3.15. И давайте на 5.15, 2 секунды мы сделаем небольшое уменьшение. 85. Можем ключи сделать мягкие, только чтобы замедлить анимацию, мы это растянем в наружную сторону, да, чтобы как-то более равномерно происходило уменьшение. Смотрим. Угу. Все, супер. Теперь закидываем все эти, выделяем все Ctrl-A, Ctrl-Shift-C, назовем лого анимация, да. Все. Теперь у нас вся эта анимация в прекомпозиции. Давайте посмотрим. В принципе, выглядит уже неплохо, да. Осталось добавить блик света. То есть как мы будем этот блик создавать. Во-первых, есть несколько вариантов, да. Но мы воспользуемся, наверное, одним из самых простых. Первое, мы сдублируем слой, покрасим его в... Или, я думаю, даже можно не дублировать слой, да. Мы просто давайте создадим shape. Создадим вот такого вот цвета. Угу. Точнее, не shape, а solid, Ctrl-Y. Отключим его сейчас и создадим у него вот такую вот маску. Угу. Супер. И мы эту маску сейчас санимируем. Включим у этой маски TrackMate относительно нашего логотипа и включим видимость нашего логотипа. Фиксируем анимацию маски. И давайте на 1 секунду сделаем пролет этой маски, чтобы у нас покрасился этот элемент. Единственное, что ключи здесь мягкие. Физер маски добавим и уменьшим opacity слоя. Это первый фрагмент, да, который мы здесь добавим. Вот у нас логотип собирается и сразу начинается пролет этой маски. Я думаю, можем opacity еще немножечко уменьшить. Окей. И также мы добавим сейчас цветовой эффект, чтобы это выглядело поинтереснее. Для сечения мы сдублируем нашу композицию, опустим ее в самый низ и начнем добавлять эффект. Начнем мы с первого эффекта Vegas. Да? Сейчас мы проверим. На 1 секунду мы создали эту анимацию. Этот эффект нам нужно настроить. Выберем здесь наш слой, это 3-й слой. И настроим все нужные нам параметры. Так, threshold мы укажем параметр 2. Остальные здесь мы не трогаем. Сегмент также уменьшим, укажем 2. И сейчас мы... Да, цвет обязательно выберем нужный нам. Угу. То есть нам нужно добиться такого результата, чтобы у нас была здесь обводка, да. Также переключим здесь на Transparent. Угу.
И переключим здесь, вместо интенсивности, мы переключим на альфу. То есть мы сейчас добиваемся результата, чтобы у нас появилась обводка. По параметрам вроде все мы настроили. Единственное, что толщину немножечко давайте до 4 увеличим. И остальные вроде параметры выглядят неплохо. Все, супер. Теперь мы, когда будем анимировать rotation, то мы будем как бы добиваться, вот мы когда будем анимировать rotation, это свечение оно будет двигаться, и мы сейчас с помощью дополнительных эффектов создадим очень интересный момент. Да, то есть что нам еще понадобится? Нам понадобится Fastbox Blur, это размытие, да. Также нам понадобится радиальное размытие, Radial Fast Blur. Угу. И понадобится эффект Glow, свечения. То есть накидываем все эти параметры. Единственное, что Fastbox Blur мы опустим, давайте мы сейчас их закроем. Да? Fastbox Blur мы опустим в самый низ. Угу. Glow здесь. И подправим теперь все наши настройки. То есть сделаем немножечко размытие результат. Угу. Чтобы это выглядело достаточно таки аккуратно. Угу. Мне кажется, забыл какой-то параметр в Vegas подкрутить, потому что не совсем тот результат. Давайте подкрутим немножечко midpoint opacity в отрицательную сторону на минус 0,5, да, и увеличим данный параметр на 0,7 где-то. Окей, теперь нужно в радиальном размытии немножечко давайте увеличим, да, чтобы у нас такие как лучи появились. И, в принципе, выглядит неплохо. И все, что нам теперь нужно сделать, это построить анимацию. То есть мы сейчас будем эту строить анимацию в момент того, как движется наша маска, да, то есть это свечение. Супер. Давайте зафиксируем opacity слоя, зафиксируем rotation эффекта, да. И что мы делаем? То есть вначале у нас opacity 0, через 10 кадров opacity 100, потом мы делаем паузу. Угу. И в конце opacity 0. И все время, прошу прощения, и все время у нас, пускай работает rotation где-то на 200. Можем сделать здесь ключи мягкие и посмотрим, в принципе, на результат. Единственное, что мне кажется, маска достаточно таки быстро движется. Давайте мы сделаем, во-первых, ключи здесь, либо сделаем ключи линейные и добавим по 10 кадров. Угу. И посмотрим. То есть нам нужно, чтобы это свечение, оно попало в момент пролета. Угу, окей. И Solid, я думаю, можем до 70 добавить по opacity. Супер. Сейчас будем синхронизировать этот момент, да. То есть сместим теперь сюда ключи. И у нас вот теперь, когда пролетает наш Solid, да, только нам нужно сделать так, чтобы это все вместе происходило. Угу. Давайте попробуем вот таким образом. Смотрим. То есть мы сейчас подправим opacity, да? Угу. То есть нам нужно, чтобы вот здесь началась наша анимация. Немножечко раньше. Угу. И вот такое вот у нас свечение. И теперь подправим затухание, чтобы когда с логотипа наше свечение, наша маска уходит, да, чтобы логотип уже начал затухать. Я думаю, мы можем, наверное, увеличить здесь на 10 кадров анимацию. И будет легче отрегулировать. Угу. Вот элемент здесь наезжает на логотип, и вот здесь у нас уже где-то начинает проявляться наш этот эффект свечения. Угу, хорошо. Вот эффект пропадает, и уже здесь где-то должно быть затухание. Вот это мы сместим немножечко, да, ускорим. Смотрим. Угу, хорошо. И следом сразу за этим у нас пройдет Light Sweep по логотипу. То есть мы на композицию с нашим логотипом добавим Light Sweep. Мы его сейчас покрасим в цвет вот этой зеленой рамки. Так, направим ее. Единственное, что на белом тексте ее будет как бы не видно этот Light Sweep. Поэтому давайте вернем оригинальный цвет текста, да, который был. То есть нам
Ctrl-Shift-E, оставим его черным. Угу. Ctrl-Shift. Так, черным. Угу. Вернулись в главную композицию. И теперь настроим наш Light Sweep. То есть у нас сразу после этого эффекта пускай Light Sweep по этой рамке пролетает. Немножечко добавим толщины. Угу, 60 сделаем. Все, и эту точку где-то спрятали за логотипом. Поставили, зафиксировали центр. 30 кадров. У нас следом сразу же пройдет это зеленое свечение. Все. Сделали ключи здесь мягкие. И смотрим на наш результат. И давайте создадим белый Solid. Угу. Опустим его в самый низ. И такой вот мы, в принципе, получаем результат. Давайте мы отрендерим и посмотрим на финальный результат в рендере. Проект достаточно быстро таки отрендерился. Откроем и посмотрим на main. В принципе, выглядит уже неплохо. Единственное, что я заметил, Light Sweep застрял. Его нужно немножечко тогда спрятать левее, да, чтобы он вот в этом моменте не касался логотипа. А все остальное уже приблизительно похоже на наш результат. Ну а работу мы эту закрыли, правда не сразу, была у нас одна маленькая правка, мы ее внесли быстро и с удовольствием. В итоге клиент остался доволен на все 100%. Ну а вам, если понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк под ним, подпишитесь, если этого еще не сделали, для нас это очень важно. Ну и приходите на наши курсы, если хотите более углубленно изучать программу After Effects на базе реальных проектов. Мы стартуем примерно раз в 2 месяца. Мирного неба и тихой ночи. Всем парам-пам. Кошка тоже в шоке. Хочу записываем для вас вот урок на ютубе. И как обычно, кто-то мешает нам. Пошел. Урока не будет, все. Все, не будет. Будет, но позже.